Привет, это снова майор в отставке. Сегодня поговорим об отключении интернета и блокировках в России. Все происходит хаотично и уже длится несколько недель. То, что российская власть делает сегодня с интернетом, со связью и конкретно с Telegram, выглядит уже как вполне осознанная, последовательная и очень тревожная операция по переводу страны в режим цифрового ШИЗО. Причем делается это, судя по всему, с опережением графика. Ведь, как вы знаете, полная блокировка Телеграма планировалась только на 1 апреля. Но они решили поспешить. Далее разберем версии и цели происходящего. Друзья, в отличие от большинства других каналов, я не прошу вас донатить мне, я не захламляю свои видео рекламой, я лишь прошу вас распространять информацию, которую я вам даю, и помогать развитию канала. Это самое лучшее, что вы можете для меня сделать. Поэтому от вас, как обычно, потребуется поставить лайк, досмотреть это видео до конца, поделиться им, разумеется, подписаться на этот канал, если вы все еще не сделали этого. Итак, погнали. Начнем с простого и всем известного. В Москве с начала марта начались регулярные отключения мобильного интернета. Не в какой-то там прифронтовой деревне, нет, в Москве, в столице, в городе, который путинская пропаганда годами преподносила как витрину цифровой России, как технологический мегаполис, как образец удобства, комфорта и нового будущего. И вот эта самая современная витрина внезапно начала жить по законам позднего совка. Связи нет, мобильный интернет не работает, GPS выкидывает тебя куда-то черт знает куда, оплата не проходит, парковки работают через раз. Даже в Госдуме федеральное варье жалуются, что у них не работает ни Wi-Fi, ни мобильный интернет, ни даже тот их хваленый государственный так называемый мессенджер Макс. Вчера я, например, там с человеком так и не встретился, потому что в центре вообще не работала никакая связь, даже Wi-Fi. Даже в Госдуме не работало ничего. Все, полностью все. Я с человеком не встретился, я простоял на улице 30 минут, но мы не смогли встретиться и разъехались по домам. Вы что делаете, идиоты? Я называю вещи своими именами. Идиоты! Вы что делаете? В общем, эти идиоты сами довели ситуацию до того, что собственный цифровой суррогат не тянет даже в здании парламента. Это не только Москва, Петербург, Архангельск и другие крупные города. В Питере власти уже официально предупреждали жителей о возможных отключениях и советовали пользоваться городским Wi-Fi. Звучит, конечно, как издевательство. Потому что сами Wi-Fi тоже работают с перебоями. Сначала мы вам ломаем привычную связь, а потом великодушно предлагаем решение, которое выглядит как бракованный костыль. Короче, это все равно, что отрубить человеку ноги и подарить ему инструкцию по пользованию костылями. Примерно так это все и выглядит сейчас. Отдельная история с Telegram, потому что здесь режим пошел еще дальше. Проблемы с Telegram начали резко усиливаться с середины марта. Пользователи жалуются, что мессенджер то не открывается вообще, то открывается с жуткими тормозами, то не грузит медиа, то не отправляет даже текстовые сообщения. И это уже не выглядит как какой-то там случайный технический сбой. Нет. Специалисты зафиксировали, что 20 марта в России аномалии по Telegram были в 70% тестов, а доступен он был лишь примерно в каждом третьем случае. До этого доступность уже заметно просела, а доля неуспешных запросов к доменам Telegram выросла до 80%. И власть даже не скрывает особо, что Telegram она блокирует. Нет, она прямо так и говорит. Медленно, поэтапно блокируем с опережением графика. Не будет ни черта работать, потому что нужно работать только в рамках правового поля. А это правовое поле – это законы Российской Федерации. И вот здесь надо задать главный вопрос. Почему все это происходит именно сейчас? Официальная версия у Кремля простая, примитивная и, как всегда, удобная. Эти жулики говорят, что это все ради якобы безопасности. Ради защиты от украинских беспилотников. Смотрите, все отключения и ограничения связи происходят в строгом соответствии с действующим законодательством. Это первое. Связано это все собственно, наверное, главной необходимостью обеспечения безопасности. И это полное вранье. Проблема в том, что когда тебе под этим предлогом систематично ломают жизнь столицы, включают так называемые белые списки разрешенных ресурсов, а еще дают ФСБ право отключать любые услуги связи, тогда, когда им это захочется, но параллельно убивают Telegram и рекламируют государственный мессенджер Макс. Это уже не про безопасность. Это про полный контроль. Чистый, грязный, наглый, ГБшный контроль.
Проблема еще и в том, что в Кремле сидит старая мразь по имени Путин, который сам интернетом, как вы знаете, не пользуется, опираясь на свои, во-первых, какие-то КГБшные параноидальные представления о происхождении интернета, вспоминаем ЦРУ, и, во-вторых, на своих вызванные старческими изменениями в мозге представлениях о нормальной коммуникации между людьми. Давайте посмотрим на последовательность. Сначала массовые шатдауны мобильного интернета с весны прошлого года где-то примерно. Потом рост числа отключений по регионам. Потом белые списки сайтов и сервисов, которые будут работать, а все остальное нет. Потом новые законы, по которым оператор обязан по требованию клоунов из ФСБ отключать любые услуги связи. Причем в этих случаях оператор за нарушение договора уже не несет ответственность. В общем, простыми словами, государство заранее оформило себе юридическое право выключать связь тогда, когда ему вздумается, и не нести за это никакой ответственности. То есть это цифровое чрезвычайное положение без объявления реального чрезвычайного положения. Ну, теперь добавь сюда Telegram. В феврале Россия уже разгоняла кампанию против Дурова. В России заявили о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Ну, а чиновники и государственные медиа рассказывали сказки про то, что Telegram якобы напичкан западными спецслужбами, которые имеют доступ к его серверам. Это все классический почерк диктаторского репрессивного режима. Когда им нужен предлог для лишения граждан чего-либо, они сначала лепят ярлык: экстремизм, терроризм, иностранное влияние, гибридные угрозы, да короче что угодно. Ну а потом приходят с блокировкой, наручниками или с удавкой. Но настоящая причина, на мой взгляд, глубже. Есть несколько версий. Первая версия – это подготовка к продолжению войны надолго и к внутренним турбулентностям в стране на фоне этого. Некоторые эксперты так и говорят, что расширение цифровых полномочий Кремля нужно ему для усиления внутреннего контроля на фоне войны против Украины. Причем логика там очень предсказуемая и простая. Если война затянется, надо как-то гасить недовольство. И здесь не исключена мобилизация, которая однозначно вызовет серьезные протесты. Вторая версия – это выдавливание людей в государственные цифровые стойла. И опять же, это завязано на желание получить полный контроль над населением. Власть не просто ограничивает Telegram и уже заблокировала WhatsApp, она параллельно толкает людей в МАКС, государственный так называемый мессенджер, который интегрирует с госуслугами и который, как я уже не раз говорил, является инструментом слежки. Короче, это выглядит так, как если бы вам подожгли ваш дом, а потом предложили переселиться в казарму под охраной и круглосуточным наблюдением. Третья версия – обкатка новой модели суверенного интернета, чебурнета, в режиме реального времени причем. Прямо откровенно на живых людях, на бизнесе, на городах-миллионников, на всей стране, короче. Белые списки – это ключевой маркер, потому что белый список – это уже не просто блокировка конкретного сайта. Это другой принцип. Запрещено все, кроме заранее разрешенного. Не будет работать даже VPN, потому что его нет в этих белых списках. Четвертая версия – психологическая. Режим приучает население к деградации как к норме. Сегодня у тебя отваливается мобильный интернет, и ты бегаешь от Wi-Fi до Wi-Fi. Завтра у тебя Telegram открывается через раз, и ты радуешься уже тому, что текст вообще ушел твоему собеседнику. Послезавтра у тебя работает только список одобренных государством сервисов, и ты говоришь там, ну хоть это оставили. Это как дрессировка, политическая и бытовая. Снижение планки ожиданий. Привычка жить в ухудшении. Привычка благодарить за огрызок того, вернее, что еще вчера было нормой. Еще одна версия. После начала войны в Иране, когда руководство страны и силовых структур было ликвидировано, как вы знаете, ватный фюрер в очередной раз обделался. Он понял, что и с ним может произойти нечто подобное. Он понял, что даже возводимая годами система безопасности, основанная на системе распознавания лиц и просто на камерах наблюдения, в какой-то момент оказывается дырявой, словно старая вонючая портянка.
Напомню, что ликвидировать Хаменеи удалось в том числе из-за получения удаленного доступа к камерам видеонаблюдения в Тегеране и в других городах Ирана, через которые израильская разведка, как вы знаете, смогла вычислить места его появления и нахождения перед самой атакой. Ну а сам доступ, как оказалось, у них был годами. Разумеется, что без интернета такой доступ не был бы возможным. Вот и Путин со своей ФСО посчитали, что следующей крысой под прицелом может оказаться именно он сам. Что кто-то точно так же способен видеть его маршруты, его передвижения, его норы, его суету, его метание между бункером, резиденцией и охраняемым сортиром. В общем, паранойя у этой мрази в последние недели явно зашкаливает. Я вполне допускаю, что ФСО или там другие путинские упыри либо обнаружили признаки внешнего доступа к таким камерам, каким-то элементам системы наблюдения, либо хотя бы убедили деда, что такой доступ возможен. А для таких существ иногда даже не нужен реальный факт. Им достаточно шороха в углу, чтобы начать прятаться под норам и ломать все вокруг. Не случайно кремлевская крыса уже несколько недель старается лишний раз не отсвечивать на территории Кремля. Значит, что-то у них там не так. И это прекрасно. Пускай его паранойя крепнет вместе с его старческими заболеваниями. Может, все это однажды его и сломает, если иные попытки не увенчаются успехом. Самое мерзкое во всей этой истории даже не то, что власть врет. К путинскому вранью давно все привыкли. А самое мерзкое – это то, что они уничтожают базовую инфраструктуру нормальной жизни. Связь сегодня – это не какая-то там игрушка и не прихоть, это работа, это деньги, это логистика, это безопасность, это вызов такси, это навигация, это лекарство, это контакт с близкими. И вот эту ткань повседневной жизни они режут словно ножницами ради одной единственной цели, чтобы гражданин был слабее, глупее, изолированнее, зависимее, а самое главное – под контролем. Отдельно обратите внимание на цинизм. Они годами рассказывали, что строят какую-то там цифровую Россию. Умные города, электронные сервисы, онлайн, государство, технологический прорыв. Мы ставим перед собой достаточно амбициозные задачи увеличить количество пользователей интернета за несколько лет до самого высокого уровня. Ну, может быть, до 90 человек из 100 проживающих в нашей стране. И что мы видим на практике? Как только режиму стало страшно, он первым делом начал ломать цифровизацию. Как только смартфон превратился в инструмент коммуникации, координации, доступа к неподконтрольной информации, его решили превратить в кирпич. В красивый, дорогой такой кирпич. Еще один важный момент. Эти меры бьют не только по оппозиции, по независимым СМИ, они бьют по всем. По таксисту, по курьеру, по школьнику, по матери, которая ждет сообщения от ребенка из школы, по бизнесу, по чиновнику, по депутату, по Z-патриоту, по военкору, даже по тем оккупантам, что воюют за жопу Путина на территории чужой страны. Телеграм для них давно стал жизненно важной инфраструктурой. И вот здесь есть важная мораль. Репрессивная машина, которую строили против чужих, рано или поздно приходит и к своим. Она не различает своих и чужих. Она знает только аппетит. Однажды она приходит за всеми. Если это видео смотрят те, кто находится на так называемой СВО, хочу сказать вам одну интересную и важную вещь. Вас заставляют переходить из Телеграма на мессенджер так называемый Макс. Еще раз скажу, напомню, да вы, наверное, это и так знаете, что Макс это не что иное, как мини-сорм от ФСБ у вас в кармане. То есть это такое прослушивающее, читающее вашу переписку и следящее за вами устройство. Вся переписка в Макс доступна сотрудникам ФСБ. Абсолютно вся. Частная, публичная, чаты, каналы и прочее. Разумеется, следуя инерции, вы наверняка также будете переписываться между своими окопами, как делали это в Telegram. Большая часть информации, которую вы будете пересылать друг другу в Макс, абсолютно точно является либо DSP-шной, либо секретной, либо софт-секретной. Так вот, вся вот эта вот переписка будет сохранена, распечатана и подшита к оперативным, а может быть сразу и к уголовным делам, в которых вы станете потенциальными фигурантами по статьям о разглашении, несоблюдении, превышении, передаче, хранении, сотрудничестве и прочем. Ход таким делам сразу давать не будут, но вы все будете находиться неопределенное время постоянно на крючке у товарища майора.
Год, годы, месяц, десятки лет, пару дней, неважно. Дело в том, что на каждого из вас у них уже будет компромат, который будет предъявлен и легализован в любой момент, например, когда вас посчитают угрозой за какую-либо критику или просто когда вы станете неудобными этим властям. Подумайте об этом. Вас так же, как и обычных граждан, загоняют в цифровое стойло под полный контроль. Может быть, хватит воевать за жопу Путина, а пора повернуть свое оружие в ее сторону и остановить все это. Что будет дальше? Мое мнение такое. Telegram будет заблокирован полностью и окончательно. Власти продолжат вырубать интернет, внедряя белые списки. Война будет продолжаться. Путину наверняка потребуется мобилизация, и отсутствие интернета поможет ему провести ее с минимальными для себя издержками. Что здесь можно сделать? Как, например, вернуть доступ к Telegram. Ну, смотрите, если интернет не работает совсем и работают только там какие-то белые списки сайтов, то тут ничего особо не сделаешь, поскольку даже VPN у вас работать не будет. В иных случаях помогает нормальный VPN, с которым Telegram и другие заблокированные в России сервисы работают прекрасно. Выбирайте VPN с функцией обфускации. Это когда VPN-трафик маскируется под другое соединение, и аппаратура, которую ФСБ и РКН используют для блокировок, не понимает, что у вас включен VPN и блокировка не работает. И еще напоследок я бы хотел сказать пару слов тем, кто работает на стороне интернет-провайдеров, кто имеет отношение к установке или производству аппаратуры, которая используется для блокировок в России. Вы прекрасно понимаете, что это все бьет по всем слоям общества, в том числе и по вам. Я хотел бы призвать вас сопротивляться этому. Аккуратно и незаметно устраивайте поломки этой аппаратуры, собирайте и монтируйте ее так, чтобы она сама выходила из строя под нагрузкой. Делайте ее с браком, дефектами. Вы спросите, это типа что, саботаж? Если хотите, называйте это именно так. Сопротивляйтесь этому режиму любыми доступными вам способами. У меня на этом все. Это был майор в отставке. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ждите новых интересных и полезных выпусков на моем канале. Для получения оперативной информации не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании. Там много чего интересного и полезного. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.